Добрый день, друзья! И с вами я, Илья, на рыбалке с Карпятником канале. Я сегодняшнее видео посвящу маркерному удилищу, оснастке на маркерное удилище, как сделать монтаж собственными руками. То есть я покажу вам, как собственными руками сделать вот этот монтаж. Обычно вот этот там груз и вот этот монтаж продается в магазинах. В магазинах обычно делают это фирмы, там какие-то там Корды, Епсы, либо еще кто-то. Они очень дорого стоят. Я вам покажу, как это сделать очень дешево. Естественно, все своими руками. И для этого нам понадобится, естественно, сам маркер. Маркерами я разными пользовался. И были у меня и из пенопласта сделаны, и German, там подобие копии Епса. Но лучше, чем Епс, не бывает. Я, в принципе, на собственном опыте убедился, и поэтому в этом году через интернет, не во всех магазинах почему-то он продается, нашел и купил. И вам советую найти и купить, если вы задумались. Для чего нужен маркер вообще изначально? Изначально все пытаются купить рабочее удилище, ротпот, на чем лежал, сигнализаторы, для того, чтобы удобно было, и спот. На это, в принципе, человек иногда останавливается. Если вы хотите эффективно ловить, там в любом случае вам нужен будет маркер. Для чего? Потому что на дне вам никто не покажет, что и как, вы с поверхности никогда не догадаетесь. Вы сможете ловить без маркера на тех водоемах, на которых вы уже 15 раз ловите. Вы знаете, на сколько раз, там, на сколько метров закинуть, куда прикормиться и куда удочки поставить. Но любой новый водоем, либо на том водоеме другой сектор, у вас может быть не так удачно складываться ловли. Поэтому, если у вас не клюет, надо достать маркер, промаркериться, найти место, что позволяет маркер. Маркер позволяет промерить глубину с помощью маркерного поплавка. И также маркер позволяет анализ вам по тому, какой грунт. То есть с твердый на ил переходит, тонет он там в илу или нет. Это все чувствительно очень передается. Поэтому нужен поплавок маркерный. И нужен вот этот как раз грузик, который передает, что на грунте. Также для этого монтажа мне понадобится лидкор. Я брал его с Китая. Ссылки будут в описании. Груз я покупаю где-то в районе 70-90 рублей он стоит в магазинах, зависит от того, как. Для этого груза нужен 130-135 вот такой формы, именно чтобы он дальше летел. Нужна такая форма груза. Также нужна термоусадка. Вот у меня есть термоусадка. Можно такую взять. Есть у меня еще и коричневая. И вот такое пропускное кольцо. Эти кольца продаются в любых рыболовных магазинах. Для чего? Ну, когда летят кольца на удилищах обычных, то есть это обычные удочки, самые маленькие вот эти пропускные кольца я беру для того, чтобы сделать монтаж. Вот и кольцо, вот это разогнутое, вот оно с этой стороны. Стоит оно там 7-10 рублей, но именно оно нужно, чтобы здесь был именно керамический ободок, не ободратый, и вы его выпрямите и будете использовать вот так. Итак, начинаем. У меня маркерное удилище, я перевожу из чехла. Также у меня есть для предохранения, чтобы лак не бился, вот такая липкая лента. И здесь у меня есть маркер. Маркер. Вот у меня German. Не очень понравился, как он летит, поэтому я хочу переделать. Соответственно, я его поплавок отрежу. И вот оно, в принципе, этот монтаж. И на этом монтаже я его сейчас разберу и вам покажу, как его сделать. Почему разберу? Потому что здесь он уже вот так потрепался, какой-то волос из него пошел. Ну, сделаю более нормально и более качественно. Соответственно, здесь я сниму всю термоусадку, обрежу лидкор и заново сделаю, вот он груз. И вот, как я говорил,
В магазинах обычно покупается пропускное кольцо первое от удочки с керамической вставкой. Вот у меня есть как раз керамическое вот это кольцо, лидкор, термоусадка и груз. И сейчас я вам поближе сделаю камеру и покажу, как это быстро, эффективно сделать. Поехали! Для того, чтобы сделать монтаж, я беру всегда маркер, потому что длина вот этого монтажа, вот отсюда до сюда, должно быть несколько не доходя до груза, чтобы он поплавок не бил груз и не разбивал при забросе, при хранении, при всех остальных делах. Поэтому я чуть-чуть его длиннее делаю. Вот старый монтаж, он хорошо сделан. Поэтому я беру по старому монтажу длину плюс 4 сантиметра. 4 сантиметра я буду заводить обратно. Вот я беру. Получается, какая здесь длина. Сейчас померяю, вам скажу. Вот эта длина 25 сантиметров. И с каждой стороны я еще беру плюсом 4 сантиметра на глаз. То есть получается 29 сантиметров лидкор. Лидкор надрезаю. Сам лидкор здесь 5-метровый, 45 лб. Меня вполне устраивает. Хороший китайский лидкор, я его всегда заказываю, честно говоря. И удаляю из середины полностью весь стержень. Вот, я убрал. Теперь для того, чтобы мне дальше продолжить, мне нужно сделать такую операцию. Я как раз вот эти 4 сантиметра вытащу. И примерив, откуда нужно вставлять, вот именно иглу, я завожу иглу в середину. И вытаскивать буду хвост. Давно не делал эту операцию. Так, захватываю кончик. В принципе, лидкор все, думаю, знают, как вязать. Это то же самое. И вытаскиваю. Вот. И, естественно, потом распрямлять буду и заводить сюда на окончание. Потом я беру трубку, термоусадку. Вот у меня термоусадка. Одна. Ну и в принципе я эту трубочку, наверное, пополам сейчас разрежу. И пополам разрез всю трубку, все две части я завожу. Потому что одна часть пойдет наверх, как термоусадка, другая на низ. Вот. И вот так я завожу. Мне, в принципе, нужно, чтобы обжала термоусадка вот эту вот часть. Если получится у вас там термоусадка чуть пошире, то можно вот на кольцо его натащить. Ну, в принципе, и этого достаточно. Я надеваю вторую термоусадку. Вторая термоусадка, она важнее даже. Сейчас покажу почему. Вот смотрите, видите, одинаковое расстояние получается. Именно надо вот мерить вот здесь, чтобы ну, чуть-чуть побольше было. Именно под ваш маркерный поплавок. Я прибавляю чуть-чуть и понимаю, сколько мне нужно. И, естественно, я вот здесь тоже вот так завожу. Это кольцо я распрямил, вот аналогичное от удочки. Я его просто аккуратно по 8 раз разъединил. Ну и в принципе, понимая, сколько нужно, я вот здесь завожу иглу. С этой стороны теперь. Завожу иглу и сам смотрю, до какого момента можно ее дальше заводить. Потому что здесь бесконечно тоже ее нельзя.
Потому что здесь вот есть такая железочка. Вот до нее по размеру, чтобы она могла выйти. Все. Мне размер устраивает. Обратно. Потихонечку, не торопясь. Вот я вывел. Естественно, я буду сейчас подтягивать и убирать вот с этой стороны. Лидкор сам себя хорошо зажимает и держит. Но для того, чтобы вот это вот не болталось, я завел сюда термоусадку. Вот термоусадку вот так делаю. И в принципе она здесь, термоусадка, держит ее жестко. И она будет так фиксироваться. Не будет железка ходить в ней внутри. Ну и в принципе с этой стороны тоже термоусадка. Она здесь сдавит. Но для того, чтобы термоусадку, я в принципе не заморачиваюсь с паром. Сейчас покажу, как это делаю просто. Я это скипячу чайник сейчас. Вот. И обычно я опускаю сюда две эти части, которые именно нужно, чтобы термоусадка села. И залью сейчас кипятком. Вот, и заливаю кипятком. На пару я не держу, а вот так делаю. В принципе, здесь достаточно там пару минут, чтобы ну даже не пару минут, получается она сразу садится. Гораздо быстрее все это происходит. Вот смотрите, термоусадка вот все села, прям вот вся вдоль лидкора. Вот она уже осела. И вот другая часть термоусадки тоже села, вот она утянула полностью узел. Только вот так она чуть-чуть двигается. Мне в принципе подвижность такая нужна, чтобы прямо все стояло, было до этой оснастки, чтобы она вот так ровно всплывала, ничего не мешало. Поэтому термоусадка с этой стороны делается. Элементарно, просто и быстро. Вот. Здесь будет подходить вот этим вертлюгом сюда, через это ушко, как раз крепится маркер. Осталось где-то сантиметр 1,5-2 до груза. Груз не будет бить по поплавку, он будет в целости и сохранности.